Свекла – это овощ, который известен своим ярким красным цветом и уникальными питательными свойствами. История свеклы насчитывает не одно тысячелетие. С давних пор наши предки употребляли свеклу не зря, ведь современные исследования подтверждают грандиозную ценность этого корнеплода. Существует немало ее разновидностей. Это свекла белая, черная, красная, кормовая, столовая, сахарная. И, наверное, это не предел. Свекла – это самый яркий пример, когда еда есть и лекарство. Это уникальный и очень полезный овощ. Ни один другой корнеплод не может сравниться витаминным составом со свеклой, особенно тем, что даже при тепловой обработке свекла не теряет своих полезных веществ. Именно поэтому можно с уверенностью сказать, что польза вареной и свежей свеклы совершенно одинакова. Многим свекла кажется овощем скучным и неинтересным, но благодаря уникальному биохимическому составу при ее употреблении происходит оздоровление организма. Свекла богата минеральными солями, органическими кислотами и фолиевой кислотой. В этом овоще множество витаминов группы В, витамин С, А, Е, а также микроэлементов калия, кремния, магния, натрия, фосфора, меди, цинка, йода. Этот овощ рекордсмен по концентрации бора и марганца, а также один из лидеров по содержанию железа. Свеклу варят, тушат, фаршируют, маринуют. Рецептов с этим овощем не счесть. Калорийность у этого овоща невысока, составляет всего 41 килокалория на 100 грамм сырого продукта. Свекольная ботва не менее полезный продукт. Осенью салаты с ботвой очень полезны, потому что в этой части овоща содержится больше витаминов, минеральных веществ и белка, чем в корнеплодах. Конечно, это совсем не значит, что нужно просто килограммами есть свеклу. Достаточно небольшой порции один раз в день или в несколько дней. Что же лечит свекла? Каковы полезные свойства сока свеклы? Свекла рекомендуется при любых заболеваниях кишечника и воспалениях. Она крайне полезна при запорах и проблемах с микрофлорой кишечника. Благодаря клетчатке, органическим кислотам и другим элементам свекла регулирует обменные процессы. Также ее рекомендуют при болезнях печени. Она препятствует накоплению в печени вредных веществ и жиров. Входящий в состав свеклы йод – это просто чемпион по количеству среди других корнеплодов. Он повышает пользу свеклы при болезнях щитовидной железы с дефицитом йода. Свекла может помочь при гипертонии и атеросклерозе. Она снижает давление не хуже лекарств. В овощи оптимально сочетаются калий и магний. Эти микроэлементы положительно действуют на работу сердца и сосудов. Беременным женщинам рекомендуют этот корнеплод из-за высокого содержания фолиевой кислоты, которая особенно нужна плоду. Также существует гипотеза, что бетонин в составе свеклы способен задерживать развитие злокачественных опухолей. Сок свеклы также обладает определенными лечебными свойствами. Свежевыжатый сок свеклы перед употреблением должен настояться около 2 часов. Он очень насыщенный, и для вкуса его можно и нужно разбавлять морковным соком или водой в пропорции 1 к 2. Для профилактики многих заболеваний мужского организма рекомендуется регулярное употребление свекольного сока с медом. Соком смазывает язвы, воспаление кожи, незаживающие раны. Сок свеклы считают самым ценным напитком против малокровия. Это далеко не весь список полезных свойств свеклы, используемых в различных сферах человеческой деятельности. Давайте рассмотрим несколько самых популярных и известных простых рецептов. Готовим отвар свеклы. Для этого потребуется 25 грамм корнеплода на стакан воды. Это лечебное средство предназначается для усиления желчевыделения. Принимать по полстакана за полчаса до еды. Также отвары можно готовить для полоскания полости рта при различных заболеваниях. Можно свекольным отваром промывать и закапывать нос. Готовим сок из красной свеклы. При начальной стадии гипертонии, при нарушениях жирового и водно-солевого обмена в организме для лечения анемии рекомендуется трижды в день употреблять по 100 грамм сока. Курс лечения составляет от 2 до 3 недель. При хронических запорах свекла должна надолго стать любимым продуктом и в виде всевозможных блюд, и в виде отвара и сока. При мастопатии поможет прикладывание капустного листа, в котором завернута смесь из тертой сырой свеклы и меда в пропорции 3 к 1. Компресс нужно делать на ночь. Вредна ли свекла для здоровья? Если употреблять свеклу в рекомендованных количествах, то этот овощ не принесет вреда здоровью. Суточная доза 200-300 грамм. Не рекомендовано употреблять свеклу при низком артериальном давлении. Стоит отказаться от нее и при хронических расстройствах желудка или повышенной кислотности. Этот овощ нужно исключить людям с заболеваниями почек и мочевого пузыря. Щавелевая кислота в составе свеклы может навредить при мочекаменной болезни. Свекла содержит некоторое количество сахаров, поэтому ее употребление должно быть ограничено для людей с диабетом. Важно помнить, хотя свекла и полезна, умеренность и разнообразие в питании важны для поддержания оптимального здоровья.
На этом у меня все. Спасибо за просмотр. Всем крепкого здоровья. Не забудьте подписаться на мой канал, ставить лайки и комментировать.